Следующий наш выступающий, это наш гость из Малайзии, господин Тео. Технология проектирования, планирования, используемая PEMANDU, стала доступной последние годы во всем мире. И у нас под этот попал наше автодорожное агентство Росавтодор. И Росавтодор такими движками этой технологии в России. Я вот из этих проведенных там 2 дней самый главный был вопрос. Получится у нас из-за того, что нужно на долгое время, если не 2 или 3 месяца, собрать в одном месте всех стейкхолдеров. Я думал, ну вот собрать столько заинтересованных сторон в одном месте и так надолго в российских реалиях. Сейчас уже, наверное, можно какие-то выводы делать. И насколько вы видите, работает технология PEMANDU в России? Не может ли она работать? А уже на сегодня, наверное, можно говорить о каких-то промежуточных результатах. Работает ли это и можно ли другим ее применять? Hello. Hello. Yes. So no, when I first started, I thought the Malaysian government was alone. When we were discussing, fellow panel judges were discussing issues, and right. So when we were first asked or tasked by the government of Malaysia to transform the economy and to transform the government. Но я хотел бы эти вопросы пояснить на конкретных примерах из опыта Малайзии. Так как началась вся наша программа, это началось с того, что задалось нам вопросов и прежде всего сформулировало проблемы, которые были необходимы для решения. Это послужило началом разработки методологии. We faced the same problems as well, right? There were many directions, and there were many plans, unclear directions and not focused, right, in what we're trying to achieve. And there's a lack of leadership commitment, because there were too many plans and leaders couldn't focus on these problems, right? And most of the time, high-level plans and high-level strategies do not necessarily translate into practical, detailed implementation programs, plans that guys like us will understand. Right? And when it comes to implementation, it's often very rigid. Right? You just do. And we also notice between the ministries, departments and agencies. Итак, мы начали с того, что определили свои проблемы. И в этот момент правительство Малайзии поручило офису PEMANDU, который является институтом по управлению проектами, перестроить саму систему управления в Малайзии. И PEMANDU прежде всего определила проблемы, с которыми мы сталкивались. Во-первых, непонятно были направления действия, то есть у нас не были четко определены ключевые направления, по которым мы будем работать. Во-вторых, мы наблюдали ряд проблем с нашим руководством. Многие были недостаточно привержены новым идеям проектного управления. Во-первых, существовали планы, но они были разработаны на очень высоком уровне. Они были общего характера и не охватывали многие практические детали и информацию. У нас не было разработано четких программ реализации. И следующее, в процессе реализации многие работали устарелыми методами и слишком за них цеплялись. Кроме того, нам очень мешало инертное мышление и инертный подход к работе. Вот таковы были основные проблемы. So yeah, ministries, departments and agencies all work in silos. They work in their separate departments and information was never shared. And therefore we don't know what's happening on the other side of the ministries, even when we were all working on the same projects. И кроме того, мы наблюдали недостаток информационного обмена. Это заключалось в том, что многие министерства и ведомства работали в закрытом режиме и очень неохотно делились информацией с другими. Разумеется, это тормозило общую работу. And some of our panels have also said the public demands and inputs were never heard and never obtained, were never properly consolidated or taken.
И, кроме того, у нас наблюдалось отсутствие обратной связи с населением. А это приводило к тому, что мы не знали о тех потребностях, которые существуют в обществе. Мы о них попросту не слышали, и, соответственно, мы на них и не реагировали. And as well, the leaders have poor accountability. They start projects and they don't necessarily finish them. So you keep starting new projects, right? So those were also problems. Кроме того, наблюдались большие недостатки в системе отчетности. Мы не получали информации о том, как идут проекты. Постоянно открывались новые проекты, а о старых и о ходе их реализации никто нам и не отчитывался. And last but not least is the lack of transparency from a government. So the government often keep programs and projects in secret. They don't want to tell anybody. They're afraid of leaking of information, right? So. И еще одна большая проблема, с которой мы столкнулись, это недостаток открытости и прозрачности со стороны правительства, потому что многие правительственные структуры и органы власти не доверяли друг другу, а кроме того, общество не доверяло правительству. And as a result, that has caused a lot of distrust from the public towards the government. The public never believes what the government do and always are criticizing the government. Иными словами, общество не доверяло правительству ни в каких обстоятельствах, что бы оно ни делало, и оно его постоянно критиковало. So before I share our methodology, I would like to share a fundamental belief within PEMANDU. Но я, безусловно, ознакомлю вас через некоторое время с нашей методологией, но перед тем, как я перейду к ее описанию, хотелось бы сказать о нашей идеологии, на которой методика будет основана. Это основа нашей работы в PEMANDU. So in PEMANDU, we believe that in transformation, it is about fundamentally changing the way you do things into then exhibiting how the character of your organization will behave, right? This is not a debate of who is right or wrong, it's just an approach. So we believe in doing so, you are able to transform first yourself as a leader, and then the organization around you, and the character of your organization will then follow. So it's very crucial that we start off at this page. Во что же мы верим? Мы считаем, что любая перестройка или трансформация обязательно основана на действии. Самое главное – это то, что мы делаем, и то, как мы делаем. А что касается исполнителей, то есть людей, которые будут эту политику проводить, то это уже вторичный вопрос, и они могут меняться в процессе самой трансформации. То есть самое главное – это действие, то, как мы делаем. И второй вопрос – это то, кто это выполняет, то есть исполнители. So, like Martin Linsky had said it in Harvard, right? Transformational leadership is about disappointing people at the rate that they will allow you. Итак, хотел бы ознакомить вас с очень известным высказыванием Марти Лински, профессора из Гарварда. Оно звучит следующим образом. Перестройка руководства, главный ее смысл заключается в том, чтобы разочаровать людей, но только в той степени, в какой они сами это позволят. Yeah, so as a transformative leader, you have to do unpopular things. But so how do you balance doing the unpopular things and the popular things? And this is a balance that we will then introduce to you in the next slide. Руководитель, который занимается преобразованиями, обязательно должен найти правильный баланс и в правильной пропорции применять те действия, которые будут популярны и которые будут непопулярны у общества. Главное – это найти необходимый баланс между ними. So, to organize the implementation of the Malaysia Transformation Program, we adopted the 8-step big, fast results methodology. And like we say previously, to deliver big, fast results, you have to start it by doing and not by, right? If you spend a lot of time studying, the impacts will come maybe a bit later. But we wanted the results to be fast, in the first 3-year horizon. And with the 8-step methodology, we were able to outline the initiatives, to be able to address problems at hand in order to meet the specific objectives of the government and of the nation.
and using a process that is inclusive and relevant. Мы начали свою программу реорганизации с определения методологии. Методология называлась BFR. Это сокращение, которое обозначает большие, быстрые результаты. По-английски Big Fast Results. И эта методология была основана на 8 шагах. В результате мы действительно смогли преобразовать правительство Малайзии и вообще систему управления Малайзии. И начали с того, что сначала определили необходимые инициативы, затем стали решать по очереди все проблемы и, наконец, обратились уже к конкретным вопросам и к реализации конкретных целей. Но для этого нам необходим был эффективный процесс, который отвечал всем текущим потребностям. Вот мы смогли такой процесс разработать с помощью нашей методологии BFR и работая последовательно предпринимая эти 8 шагов, о которых я говорил. Mr. We should finish in 10 minutes, then you have only 5 to finish your speech. Yeah, you have 5 minutes more. Don't worry, it's okay. So just to do it in a nutshell, right? So the 8-step methodology guides you through a process of identifying true north, the strategic intent or direction of the leaders. And with step 1, it is a process where we get various stakeholders from around the and around the business communities to discuss and identify problems. Итак, процесс включает 8 шагов. И первый шаг – это определение стратегического направления. So with that process, we have already have consensus and buy-in from the beginning, from the senior leadership, on where we want to go, and what we want to do. То есть это определение и цели, куда мы двигаемся, и обязательно нужно достичь консенсуса на этом этапе. Мы так и поступили, мы определили общую цель. So with that, with a mandate to deliver, with an instruction to deliver from the top, we will go to the second process called a lab process. Number 2, labs. И следующий процесс – это так называемый процесс, который называется labs, лаборатории. Like the word labs, it is an environment where we bring in all the various stakeholders to test and experiment solutions, innovative ideas to solve the problems that the leaders have prescribed or have mandated us to solve. Labs – это объединение всех участников процесса, где они будут обмениваться разными идеями и где они совместно будут разрабатывать решения. So to address issues of public engagement and communication to the publics, we have the third step called the open days. In this process, we will invite stakeholders from all walks of life to come and share their inputs and to see whether there's support or agree or to disagree to some of the initiatives that was developed from the labs. Третий шаг, который тесно связан со вторым, это проведение так называемых открытых дней для встреч между участниками процесса и представителями общественности. Цель – это также разработка идей, обмен мнениями и, самое главное, получение обратной связи. So to further secure commitment and alignment from the larger public, we then produce the reports that we developed from the labs into roadmaps. And these roadmaps were distributed across the mass media to everybody. You can find it on the internet, you can find it on YouTube, you can find it on various places. So it's made readily accessible. Следующий этап или шаг – это roadmap, то есть составление дорожных карт. Мы преобразовали все идеи, которые получили на втором и третьем этапе в ходе работ labs, лабораторий, в ходе открытых дней, в осязаемые и измеряемые результаты. И все эти результаты, все эти идеи и более конкретные цели были отражены в нашей дорожной карте. So the first 4 steps is only the planning stage, and that's only 10% of the activity. The next 4 steps is where the implementation come in. That's where 90% of our time, resources, and activities will be spent.
Пятый этап – это определение целевых показателей, то есть KPIs, ключевых показателей деятельности. Они должны быть уже измеряемыми и вполне понятными. А далее шестой этап, который тесно связан с пятым этапом, с KPIs, это этап реализации проекта, то есть уже практическая работа. So like some of our panelists have also said, we devise and integrate KPIs for all of these initiatives into the minister's scorecard. And the Prime Minister will evaluate the ministers every 6 months on their performance. При этом мы использовали систему ключевых показателей деятельности для оценки эффективности работы наших министров. Мы оценивали их работу в баллах и могли сравнить и определить, какое министерство работает более эффективно, что надо исправить. И все это учитывалось на шестом этапе реализации. So with the, okay, just let me finish the last three. Okay. So with these scorecards and indicators, we are able to track and monitor problems and then resolve them very quickly, using dashboards, using online tools, and that enables us to be on the ground very quickly and identify issues the moment they come out. Мы создали специальную систему оценки министерств, которая работала, в частности, в режиме онлайн. Это действительно был очень эффективный инструмент оценки и стимулирования деятельности. So last but not least, step 7 and 8 describes about the issues of transparency. So at the end of every year, we will publish reports of what we have achieved, but also what we have not achieved. And we allow the public to comment on how the government has performed in the past year. Седьмой и восьмой этап связаны с вопросом прозрачности. Седьмой этап – это проведение промежуточных проверок, панельных дискуссий и аудита. И восьмой этап – это составление годовых отчетов по результату проекта. So thank you. So here's the 8-step methodology that we applied in PEMANDU and in Malaysia for our national transformation program. Thank you. Наш институт PEMANDU сумел практически реализовать эту методику в процессе проведения реорганизации системы управления в Малайзии, которое прошло чрезвычайно эффективно. Большое спасибо за внимание.